Добрый день, дорогие пекари! Продолжаю цикл ответов на ваши вопросы и советов по хлебопечению. Каждый раз, когда я выкладываю новый рецепт ржаного хлеба с использованием красного ржаного ферментированного солода, возникает один и тот же вопрос. Всегда один и тот же вопрос. У меня нет красного солода, я не знаю, что это такое, я не знаю, где его купить. У меня есть жидкий экстракт, у меня есть патока, у меня есть мальтозный сироп и еще что-то подобное. Можно ли заменить? И сегодня я отвечу на этот вопрос, чтобы не писать каждый раз вам в комментариях, а просто отправлять ссылку на это видео. Поэтому поставьте лайк, пусть это видео увидит больше пекарей, и они найдут ответ на свой вопрос. Итак, давайте разберемся, что такое солод ферментированный ржаной. Ржаное зерно взяли, прорастили. Когда оно начало прорастать, его высушили, ферментировали и смололи. И получился вот такой коричневый, очень ароматный порошок. Этот коричневый порошок является вкусоароматической добавкой. Он используется при изготовлении заварок для ржаного хлеба. Он дает очень яркий цвет, такой коричневый, насыщенный ржаной, и очень яркий ржаной аромат. То есть, когда мы делаем заварку, мы к муке добавляем солод, добавляем кипяток, все это завариваем. Солод в присутствии кипятка раскрывает свой вкус и аромат и насыщает им хлеб. Если мы посмотрим на жидкие экстракты, здесь у меня мальтозная патока и здесь ячменно-солодовый экстракт, то видно, что они больше напоминают такой густой-густой мед. Если мы их понюхаем, то очевидно, что такого яркого ржаного аромата у этих экстрактов нет. А если мы еще и попробуем, мы поймем, что они сладкие. Это означает, что вот эти жидкости, пусть и густые, мы в заварку не добавляем. Заваривать их не нужно, аромат они свой не раскроют. Их можно добавлять сразу в тесто. А если вы поняли, что они сладкие, вот такие тягучие, то вы понимаете, что это скорее замена меда, чем солода. Да, у них есть солодовый аромат, не такой выраженный, но есть. И если вы находитесь не в России, а в стране, где нет традиций хлебопечения с использованием ржаного солода и вообще хлебопечения ржаного, тогда, конечно, стоит поискать какие-то местные продукты, мальтозный сироп, например, который хотя бы отдаленно будет вам напоминать вот этот ржаной вкус и аромат. И использовать его. Конечно, мы его используем не в заварку, а сразу в тесто. Количество, которое мы добавляем, это 3-5% от веса муки. Вот такой вот ячменно-солодовый экстракт. То есть на килограмм муки 30-50 граммов мы можем использовать. Если у вас есть рецепт с другими пропорциями, делайте по рецепту. Патока мальтозная получается из кукурузного крахмала путем ферментации, присутствие ячменного солода, активных компонентов ячменного солода. То есть это тоже получается такой тягучий, сладкий сироп с легким намеком на ржаной солодовый аромат. Эти два продукта, кроме того, что они заменяют мед, очень полезные. В них много всяких микроэлементов, железа, медь, цинк и много различных аминокислот, полезных для нашего здоровья. Поэтому используйте их в выпечке, но, конечно, они не являются полноценной заменой красного солода. Поэтому, если вы находитесь в стране, в которой хорошо развита интернет-торговля, то никакие комментарии о том, что я не могу купить, я не могу найти, не принимаются. Сейчас все можно найти и все можно купить. Было бы желание. Стоит он у нас совершенно недорого, рублей 80-100 за 300 граммов. Поэтому стоит его купить, иметь в своем арсенале и печь на нем. И вот эти экстракты тоже стоит купить, тоже добавлять в хлеб, делать ржаной хлеб такого приятного кисло-сладкого привкуса и наслаждаться его вкусом и ароматом. На этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, если это видео вам полезно, и отсылайте своим друзьям. Пусть они тоже находят ответы на свои вопросы. Ну а мы с вами продолжим печь и испечем еще много всего интересного.